Итак, всем привет! Хочу сегодня вам показать видео, как сделать ручку на нож пластиковую, без всяких заклепок и так далее, которая будет намного прочнее даже заводской ручки. Вы потом в этом убедитесь сами. Такие ручки мы делали еще в детстве, в школьные годы, на ножи. Правда, материала такого, как раньше, как сейчас, раньше не было. Мы делали с другого. Я вот попробовал современного материала, и получилась отличная ручка. И на отвертке можно по ней бить, и даже не колется. Делать ручку мы будем с обычной шланги водопроводной ПВХ пластиковой. Обычная шланга. Я взял шланги около метра и нарезал с нее ленты. Нарезаются ленты где-то сантиметр, 1,5 сантиметра. Ровно, неровно, желательно ровнее. Как можно ровнее ленту, тогда будет у вас лучше ложиться лента это на нож. Так, что дальше? И лезвие старое от ножа, от обычного кухонного ножа. И вам сейчас покажу, как это делается с помощью горелки. То есть мы разогреваем пластик и наматываем на нашу ручку. Сразу скажу для тех, кто решит, что, например, я распробовал в банке консервной разогреть пластик, туда окунуть ручку и потом обточить. Так вот, пережигание пластика этого, когда он плавится, он меняет структуру и становится очень хрупкий. Чуть-чуть так ручку ударишь, она лопается. Поэтому пережигать пластик нельзя, когда делаете ручку. А этот мягкий, эластичный. И вот сейчас мороз. Я буквально полчаса назад ручку делал на отвертку. И она сейчас, она не ломается, ничего. И никаких следов от удара. Потому что какая была она, мягкая. Не то, что мягкая, но, короче, она тянется. И поэтому ей это придает, крепость, скажем так. А сейчас давайте начнем делать эту ручку со мной. Итак, горелка горит. Вам видно? Видно, да? Видно. Для начала желательно поровнее ленту взять пока сразу. Да, вот эту ровную, негнутую. Для начала нужно прогреть немножко ручку, чтобы первый слой прилип. А потом они будут прилипать уже слой на слой. И будет у нас отличная ручка. Так, пламя сильно не нужно делать, чтобы пластик сильно не горел. Лишь бы грелось. И все, теперь греем наш пластик. Он уже размягчается. Не доводите до того, чтобы он стал капать. Она прилипла. И теперь дальше тянем и греем. Немножко кропотливая работа, но это кажется на первый взгляд. На самом деле это интересно. И тут есть место для фантазии. А после того, как мы намотаем толщину, которая нам нужна, наждаком обрабатываем. Опять же, у кого какая фантазия. Если вы умеете рисовать, я знаю друзей и вообще людей, которые умеют рисовать, так вот они такие ручки на нож выделывают, что всем этим охотничьим магазинам далеко с их китайскими подделками. Я немножко неправильно начал, надо было равномерно ложить, но это ничего страшного. Сейчас исправим. Греете пластик, и вот видите, как он начал тянуться. И вы его сразу наматываете. И у нас не горит, он не пережигается. И все получается как надо.
Видите, он сам тянется, он становится как резина. Вот здесь вот эту переднюю часть наматывайте больше. Мы потом лишнее все лучше срежем ножовкой. Постараюсь вам показать, смонтировать видео так, чтобы было все от А до Я. Каждый шаг. Сейчас намотаем. Потом на карбарон, на наждак. Если кто не знает, что такое карбарон, это и есть наждак. Просто в разных регионах его по-разному называют. Так, и пошли второй круг дальше. Тут я уже толстовато отрезал. Не доводите, чтобы лента была шире 2 сантиметров. Она хуже прогревается. И когда будет у вас, например, одной шириной вся лента, ее легче укладывать. Наверное, уж укладывали в ряд проволоку или переноску. Знаете, что когда что-то одной толщины укладывается намного красивее. Но это я сильно тут не стараюсь, потому что все равно будет стачиваться. И этого всего, всех этих огрехов видно не будет. Оно уже вот вырисовывается хоть что-то. Вот мы сделали 2 слоя. Так, у меня уже руки печет, поэтому этот край лучше нам отжечь. Вот так его порвать и все. Видите, он сколько тянется. Так, берем следующую. Ручка у нас горячая, так что можно не переживать, что там что-то не прилипнет. Все прилипнет, все будет хорошо. Нагрели. Еще прогреть надо, чтобы она провисать начала. Она виснет. И все, и пошли дальше. Так, ах ты, не прилипла. Главное сделать один оборот. Чтобы она зажала сама себя. Так будет более-менее. Вот. Она уже пошла тянуться. Не бойтесь, что она когда-то раскрутится, потому что при нагревании она образует липкий слой, который прилипает. И она уже обратно у вас никуда не денется после охлаждения. Прогреваете сантиметров 5-7 и наматываете. Если где загорается, старайтесь лучше сразу тушить, чтобы там не было шлака.
тянуться начало сильно. Так, и пошли третий круг, третий проход. До третьего круга еще далеко. Сюда завернуть. Или лучше отжечь уже ее. Другую пустить. Опа, и она, видите, она прилипает сама. Даже можно размазать. И никуда она не денется. Поехали дальше. Мало. Очень мало еще. Так, пойдет. Ну-ка, прилипай. Да, елки-палки. Можете прилепить. Сейчас я так это делаю, да. То, что сразу получается некрасиво, не обращайте внимания. Все стачивается, все обрезается на ваш вкус. Так, мы сейчас сделаем ее. Чего ты тут еще прибавилась сама? Видишь? Так, ехали дальше. Так, и вот эту вот заднюю часть тоже я что-то немножко тупанул. Надо было так же наматывать, как и переднюю. Сразу первым слоем, потому что сейчас будет тяжелее ее намотать. Но ничего, сделаем все равно. Так вот. Потом это все прилипнет, никуда не денется. Монолитом будет. Уползает она у меня.
Хрен ее тогда. Надо убрать. Так вот. В общем-то она уже и ручка готова. Можете лепить как хотите ее. Ну, в общем-то, да. Ну, по идее, в руку входит. Ложится по руке. А там у себя сейчас я еще вот это вот заделаю. Заднюю часть. Так вот. Нет, не так. Так не выходит. Ай, короче, надо взять новую ленту. Как раз у меня последняя осталась. И мотануть еще и попробовать. Или хватит. Все, хватит пока. Не на выставку делаю. Главное, я вам показал, как это делается. Просто сразу, когда начинаете первый слой наматывать, начинайте, промотали слой, здесь побольше сразу намотали, сюда вернулись и здесь побольше намотали, чтобы потом остальные 2-3 слоя прошли уже по этой балабахе. То есть, чтобы спереди было утолщение и вот сзади было утолщение. Ее уже можно брать в руки. Горячая, конечно, но сейчас остынет и пойдем до наждака. Пока пауза. Вот оно, что получается с нашего ножа. Но это я только начал точить. Вот видите, слои как были наплавлены. И вот что получается. Монолитная ровная ручка. Итак, вот что теперь у нас вырисовывается. Уже более-менее. Я вам просто показываю фрагменты, чтобы вы потом в конце не сказали, что это совсем другая ручка. Чтобы была какая-то хрень намотана, а стала более-менее похожей на заводскую ручку. Вот то, что тут торчало железо, я ее стер. И уже вырисовывается ручка. Этот край мы потом подпилим ножовкой. Ну, короче, продолжаем. Вот вам, пожалуйста, можно сказать, уже почти готовая ручка на нож. Осталось обработать где напильником, дальше шкуркой, вернее наждачной бумагой. И все. И будет ручка. Но я вам говорю, что все зависит от фантазии, а фантазия у меня не алё. Я думаю, у вас получится получше. Есть пару косячков, правда, вот. Торопился. Ну, это видели, когда я криво ложил. И оно не заплавило полностью. Ну ничего, это не страшно. Так, идем дальше. Вот я подрезал ножовкой край этот. И он теперь у нас легко снимается. Все, он нам не нужен. И обрабатываем дальше. Ну и вот что у нас получилось. Поленился я шлифовать, потому что нож делаю все равно для гаража. И долго до блеска ее оттирать никакого смысла мне нет. А вот, например, если буду делать вот для этого ножа ручку, то для него я уже сделаю конфетку. Это я сделал с диска циркулярной пилы. И вот на этот нож уже нужно будет сделать, постараться, короче, сделать ручку отличную. Так, ну все, всем пока. Кому нравится, подписывайтесь на мой канал. По возможности ставьте лайки. Буду стараться для вас. Все, пока.